Доброе утро, друзья! То, что мы вчера чудили, это прям для профессионалов. Ну, не повторяйте такого, это нельзя. Я, как человек, который отработал на кране 20 лет, конечно же, справился с этой задачей, но, тем не менее, это было очень опасно. Но мы, в принципе, соблюдали все меры безопасности, никто под грузом не ходил, всегда низом как-то вели этот груз, поэтому ничего страшного не могло произойти. Вот, сегодняшняя наша задача в первую очередь это довыставить площадку. Вчера мы выставили там горизонт, сейчас нам нужно выставить посерединке горизонт и сзади горизонт, чтобы мы не переживали за нашу площадку. Это обязательно, потому что будем обваривать и могут возникнуть вопросы. Поэтому сейчас берем донкратики и выдонкрачиваем ее по центру, выставляем. Подставил подставочки вот такие, донкратом выдонкратил, все выставил в плоскость. Немножко ее приподнял, и вы знаете, буквально чуть-чуть, и она уже, видите, отрывается от пола. То есть все нормально, сильно я ее старался не поднимать, чтобы она не поехала. Ну а так стало все гораздо жестче, вот, и теперь можно начинать обваривать. Ту часть будем идти сверху вниз. Все подварим, все усилим, чтобы у нас все работало четко. Начинаем. Большой очень объем работ, но от него никуда не деться. Погнали! Ну вот, проварил я трал. Для вас это прошло буквально за 10 секунд, а для меня это полдня, даже больше. 3 часа сейчас дня, вот, ну, очень долго. Все это потихоньку все обварить. Это очень большой объем работ. Но еще мне нужно сейчас закрыть вот эти наши брызговики, которые у нас будут на арках. Тоже их закрыть, металлом зашить, заварить, чтобы они тоже были готовы, чтобы там потом не корячиться на машине. Сейчас этим и займусь. Там у нас виднеется двойка металл, из него будем пилить. Навожу красоту. Это наши брызговики будут, щитки точнее, а сюда еще будут брызговики Volvo. Становиться будет красиво. 3 штуки приварил и закончился очередной рулон проволоки. Здесь их 2, 4, 6, 7 и там 8. Вот еще где-то один был, то есть 8 уже ушло. И это вот 9 я поставил, это столько ушло катушек на наш эвакуатор. Вот считайте, очень-очень много метров проволоки ушло. Так что будет все смотреться классно. Вот, варю сплошнячком, чтобы было аккуратненько. И красиво, конечно же. Сейчас мне предстоит вот этот обварить и тот. Вот весь после обеда изготавливаю эти щитки. Красивый закат. Ну и я тоже заканчиваю. Все проварено. Абсолютно все. Сделаны щитки для колес. Там тоже щитки усилил. Вварил поперечки. И заварил переднюю стенку, ту ее часть, которой кабина мешала подлезть Юре, когда он варил эту защитную решетку. По сути, это все готово. Вот, так что не вижу преград к тому, чтобы начинать зачищать и красить нашу площадку. Если вдруг что-то еще нужно будет доработать здесь, то потом без проблем это можно подварить. Еще забыл вам показать вот такие вот варил упоры для наших заезжалок, чтобы они не вываливались. Вот такие. Сюда будет заезжать она и вставляться в этот уголок. Здесь и там тоже такой сделал.
Как-то устал я сегодня, друзья. Налазился, спина разболелась, налазился здесь целый день, грубо говоря, на корточках лазишь. Поэтому, конечно же, устаешь. Ну и все. Продолжим завтра. Так что не переключайтесь. А завтра наступит раз, два, три. Друзья, солнце, а солнце означает, что пора нам покрасить нашу площадку. Естественно, нужно сначала подготовить. Сейчас я хочу еще вварить пару усилителей. Давайте покажу вам куда. Порядка 100 миллионов тысяч миллиардов вы написали комментариев, что наша площадка ничего не выдержит, что это полная шляпа. Но я абсолютно с вами не согласен. И как только мы ее сварим, мы обязательно протестируем. И вы должны понимать, что у нас грузоподъемность у Volvo 14 тонн. Это максимум, что мы будем грузить на эту площадку. Многие из вас думают, что мы будем возить здесь экскаваторы 20, 30 и 40, и 60 тонны. Нет, это не трал, это площадка для перевозки грузовых автомобилей, которая масса до 14 тонн. Поэтому даже такие грузовики это редкость, можно так сказать. Вот, поэтому вообще не переживаю и уверен, что все будет четко и все выдержит. И вы тоже не паникуйте. Да, опыта у нас в строительстве нету, но и повода, чтобы паниковать, тоже нету. Хочу усилить вот эти вот косынки сюда вставить, чтобы наши крылышки немножко усилить, и именно профиля, которые идут над крыльями. Это наш идет подписчик. Сейчас что-то будет нам втирать. К нам часто заходят зрители, и им интересно посмотреть вживую, как что здесь происходит. Вот такие покороче здесь косынки сделаю по той простой причине, что здесь колеса, и поэтому они будут мешать. Сделаю на эту арку и сделаю на эту. Вот. Такие вот. Я думаю, будет отлично все работать. Так что ввариваем. Вварил я все усилители. Также очень тщательно обварил места, где планирую вваривать D-ринги. Специальные кольца такие, чтобы крепить груз. Вот у нас будет здесь кольцо, там кольцо и там два. Вот 4 кольца будет и впереди крюки. А также начал зачищать уже от ржавчины площадку. То есть вот чуть-чуть спустился до сюда. Болгарка нагрелась, надо чуть-чуть подождать. Вот. Так что сейчас съезжу на обед. После обеда продолжу здесь все это зачищать. Ну вот, прошел все болгаркой.
Также после того, как прошел болгарочкой, взял тряпку и прошел все растворителем, протер, обезжирил. Замешиваю краску, грунт. Будем красить, сейчас покажу чем. Недорогой дешманский сурик по железу. Вот, ну такой, как аналог грунта ГФ. Такая, разводится он сольвентом. Сейчас вот все настоится. И будем задувать. Я очень рад, что нам повезло с погодой, что я дождался того момента, когда как раз тепло. И вот у нас 2 дня будет для того, чтобы все это дело покрасить. Ну, нижнюю часть. А потом уже, когда мы поставим на машину эту площадку, то у нас будет возможность покрасить ее снаружи. Вот такой план у нас. Будем его придерживаться. Когда что это будет, я пока не знаю. Потому что работаю один. Юра в рейсах постоянно, поэтому потихоньку будем продвигаться. Прошел в один слой вот эти вот половинки. Вижу, что 2 банок краски мне не хватит. Завтра утром докуплю. И сейчас прохожу уже 2-м слоем. Вот там дошел до верхних крыльев. Сейчас пойду дальше. Сурик ведет себя немножко странно. Высыхает вот там белым. Где был красный металл, он там высыхает нестандартно. Это мне не совсем нравится. Вот, но вообще времени занимает очень много. Воняет краска таким хламом каким-то. И... не знаю, голова уже болит. Мой организм покрасочной работы не воспринимает почему-то в последнее время. Прежде чем продолжить, решил все-таки подышать немножко воздухом свежим. На улице хорошая погода. И заодно, кстати, проверить уведомления от Дрома. Мне пришло несколько по моим подпискам. Сейчас посмотрим. Заходим в приложение. Что здесь? Буханка на гусеницах. Нива на пневматах. Турбогазон. Азимут Тактик. Ну, класс. Вот это интересненький вариантик, да? На гусеницах. Ух, погонять бы на таком. Но пока что дороговато. Думаю, нужно подождать, пока Дром подкинет что-то по более приемлемой цене. А пока можно полистать бесконечную ленту объявлений в поисках идей для новых проектов. Очень удобно, потому как лента формируется с помощью искусственного интеллекта и истории вашего поиска. А значит, точно не оставит вас равнодушным. Не буду вас утомлять долгим рассказом, лучше посмотрите сами по ссылке в закрепленном комментарии. За авто идите на Дром. Потихоньку покрасим. Сегодня вот мне дойти бы хотя бы до сюда, до низа. И все, а завтра продолжим. Буквально чуть-чуть не хватило мне вот на этот пятачок 2-м слоем, но прошел 2-й слой, уже лег получше. Ну, это грунтовка, где-то не прокрасы, страшного ничего нету. Завтра докупаю еще грунтовки и проходим центральную часть в 2 слоя. Вот, и у нас проблема с компрессором. Нифига он не качает, возможно, придется покупать компрессор, потому что невозможно. Потратил 4 часа, чтобы покрасить вот эти 2 куска. Ну, здесь очень много на самом деле, но приходится постоянно ждать, чтобы компрессор накачал воздух. Это, конечно, неправильно. Ну, посмотрю, может быть придется купить компрессор. У нас проектов еще много красить в этом году, поэтому, наверное, без компрессора не обойтись. Закупил краски, растворители, перчаток. Вот такую колбасюню купил. Ну и здесь краска оранжевая для низа рамы и сурик. Ну и купил компрессор. Компрессор самый дешевый, но 2-цилиндровый с большой производительностью. Посмотрим. Ну и жижу привез для автодома. Нужно испытать бак, но об этом, наверное, чуть позже.
Ну вот, распаковал я компрессор, запустил его, все четко работает, вообще пока что нравится. Посмотрим, как он будет справляться. Также купил себе новую маску, потому что вчера приехал домой вечером, я думал, все. Потому что настолько надышался этой фигней, так разболелась голова. Поэтому сегодня будем пробовать работать немного в другом режиме. Надеюсь, успешно. Все, сейчас я пройдусь, прогрунтую центральную часть. Потом это все подсохнет и будем наносить краску. Я думал сначала красить черным, но потом один мой друг Дима сказал, что черный это скучно. Поэтому будем красить ярким оранжевым цветом. Прошел центральную часть с новым компрессором, я не мучаюсь. Воздуха хватает. 50-литровый у него ресивер, но 2 цилиндра. И он, да, включается часто, но он даже я крашу и выключается. Не успеваю выдувать. Вот. Так что такой компрессор со 100-литровым ресивером было бы вообще бомба. Но меня устраивает. Он стоит на 35% дороже, если с 100-литровым компрессором. Вот. Со 100-литровым ресивером, прошу прощения. Вот, все готово, центральная часть. Сейчас я, наверное, буду замешивать краску, потому что эта часть у нас почти высохшая. Ну, она как бы высохшая, но я чувствую, что она еще вот, типа, если уже там сильно, то она еще такая, знаете, немного липкая. Как раз такая консистенция, когда красишь мокрый по мокрому, то, что нам надо. Вот, но центральная, конечно, она будет сохнуть подольше. Ну, я думаю, пока я пройдусь, покрашу вот эти две крайние части, потом съезжу на обед и думаю приеду и покрашу тоже эту центральную, и все будет четко, и у нас будет красивая готовая площадка. Такой план, что с этого выйдет, увидим чуть позже. Уезжаю на обед, оставил для подписчика вот такую вот надпись, потому что ворота оставляю открытыми, но на всякий случай оставил, а то будут ходить искать меня. Вот такой краской будем красить, ярко-оранжевая, зараза. Но зато не будет скучно, да? Но наша Volvo, основной ее цвет, оригинальный заводской, это оранжевый. И, возможно, даже таким цветом мы будем красить всю нашу площадку, в том числе и Volvo. Volvo будем красить оригинальным цветом. Но посмотрим, может быть, скомбинируем что-то. Ну, буду смотреть по ситуации, но однозначно низ сейчас будем красить именно вот этой оранжевой краской. Это эмаль автомобильная. Не подумайте, что это для заборов. Это именно автомобильная краска. Вот сейчас мы ее разбавляем сольвентом. И будем наносить. Смотрю на небо, думаю, что оно такое оранжевое, блин, вроде бы еще не закат. А оказалось, просто закрасил очки оранжевым цветом. Одеваю очки, а то вы меня не узнали, да? Оп, похож, похож. Ну что, принимайте. Частичку я уже сделал. Достаточно туго идет все, потому что медленно. Залезть не могу, все делаю с борта отсюда. Потому что центральная часть еще липнет, да и эта часть такая, знаете, когда в сапогах ходишь, она еще липкая. Но мы делаем эффект мокрого по мокрому, чтобы не замывать грунт. Вот, поэтому ничего страшного. Там, я думаю, положим палочки и по палочкам аккуратненько закрасим. Центральную часть покрасить гораздо проще, нежели чем обходить вот эти вот все, особенно в задней части профиля. Профиля стараюсь все прокрасить хорошенько со всех сторон, чтобы было все качественно и ржавчина хотя бы немножко пару лет не вылазила. Так что продолжаем работу. Надеюсь, сегодня успеть.
снял маленькое видео для наших зрителей на Бусти. Вы тоже, друзья, если хотите быть в курсе нашей движухи практически онлайн, то обязательно переходите по ссылке, подписывайтесь на Бусти. Ну что ж, площадка готова. Да, видео я особо не снимал, потому что, ну, вы уже от покраски устали, как и я, явно. Вот, я помылся уже и, в принципе, чувствую себя хорошо, в отличие от вчерашнего состояния, небо и земля. Вот, так что все отлично, компрессор ведет себя отлично, нравится. Хватает его без проблем. Ну и все. Вот такая наша площадка. Теперь ждем. 3 дня она будет, наверное, сохнуть. Ну, примерно. А потом уже будем ее переворачивать и устанавливать на нашу Volvo. Но это будет уже чуть позже, потому что нужно нам переделать еще пневматику на Volvo на механическое управление. Ну что, друзья, товарищи, мы продолжаем строительство нашего эвакуатора. И по вашим многочисленным просьбам, а также при помощи наших зрителей и подписчиков из Могилева, им огромный привет, мы будем обрабатывать нашу площадку. Я уже насверлил отверстий. Вот они идут. Будем задувать в профиля, а потом пройдемся, обработаем всю площадку. Материал, правда, черного цвета, но мы сделаем центральную черным, где-то по сторонам черненьким сделаем. Но постараемся защитить, как бы, к сожалению, вот черный цвет, конечно, будет немного портить картину, но искренне надеюсь, что основная задача, это защита, будет все-таки достигнута. Все, работаем, времени очень мало, нужно делать. Вот так происходит процесс. Засовываем туда пластиковую трубку и потом выходит уже через наше отверстие форсунка на конце, и она очень распыляет. Прям обалденно. Вот так. Сейчас все пройдем эти планки внутри, и это будет очень хороший результат. Прям будет душа спокойна. Не только моя, но и ваша. Ну вот такой результат сегодняшнего нашего дня работы. Площадка сейчас будет сохнуть, ну а мы займемся пневмосистемой на Volvo. Ну вот так выглядит работа в гараже. Грязища, пылища. Лучше работать на улице. Это факт. Мы продолжаем заниматься нашим эвакуатором. И я уже здесь прошел вот эту сторону, подготовил к покраске. Прошел тот же профиль. Осталось еще та сторона тоже зачистить ее. Ну так, в принципе, процесс несложный, но такой тяжелый в плане вот этого пыли, грязи, потому что постоянно в маске работаешь. И также нам нужно еще зачистить и покрасить бак тоже, потому что он некрасиво смотрится. Ну вот, все зачистил. Осталось мне продуть здесь компрессором и протереть, обезжирить. Тоже прошелся по баку. Здесь такая же система. Продуть, обезжирить, и можно наносить грунт. Параллельно с этим, как вы помните, мы ездили на патруле за запчастями. Я изготавливаю вот такую панель управления нашей пневмосистемой. Она будет установлена вот здесь. Вот. В этой части. И сейчас еще мудрю к ней одну штуку. Покажу ее через секунду. И закупил вот такие уши. 1000 комментариев было написано о том, как вы собираетесь крепить груз. Ну, конечно же, мы подумаем. Просто у нас еще не готовы эвакуаторы. Площадка еще не до конца доварена. Когда мы ее перевернем, мы ее доварим, подварим. И после этого уже будем, конечно же, красить. Ну, вот такие будут приварные, проушины они, специальные, мощные достаточно такие. Но я считаю, что они слишком мощные для наших условий.
не совсем. Сейчас покажу еще одну вещь. К этой панели сбоку хочу приварить еще вот такую металлическую часть. И вставлю туда 3 манометра вот таких. На Озоне купил. Недорогие, 20 рублей стоят белорусских, но добротные. Из нержавейки, с гелем. Но сейчас вот мучаюсь, что-то не продумал. Отверстие просверлил, да, но вставить не могу. Эта часть не выкручивается, во всяком случае боюсь ее пытаться выкручивать. Но сейчас, может, попробую. Так, они заходят, но боком ни в какую. И вот не знаю, что делать. На плазморезе вырезал. Вот, ну, сейчас буду что-то мудрить. Не всегда все просчитаешь, как видите. Думаю, панель будет классная. Не показал вам, вот здесь будет крепиться 3 крана. 1, 2, 3 на болтике. Дырки тоже уже все готово. Одним словом, с большего все четко. Сейчас хочу уже доделать вот эти вот отверстия. Все приварить, загрунтовать и покрасить, чтобы у нас эта часть тоже была готова, потому что, естественно, перед тем, как ее собирать, ее нужно всю зачистить и покрасить. Ну, вот этим будем заниматься в ближайшее время. Ну вот, загрунтовал бак наш, также загрунтовал заднюю часть рамы. И сейчас буду красить. Грунт уже высох. Также загрунтовал нашу панельку приборов. Вот такая красота. И все это сейчас буду красить уже в такой цвет, вот, которым покрашена наша рама. Ну, в принципе, все выглядит аккуратно, нормально, с большего мне нравится. Вот такая красота. Все, задуваем, не теряем время. Бак буду красить черным структуркой, чтобы он выделялся на фоне площадки. Вот такая красота получилась. Сразу стала рама смотреться намного органичнее и вписываться во всю эту нашу конструкцию. Цвет красивый, все аккуратненько. Также покрасил нашу панельку. Вон она висит. Еще что нам осталось покрасить, это бак. Я его прошел одним слоем, краска оставалась. Сейчас как раз она чуть-чуть схватится и пройдем его черный. Он будет черный. Ну и все. Надеюсь, за сегодня успею. Вот такой объем работ. Не теряем время, продолжаем работать. Вот такой мазовский, качественный белорусский кран. Взял в магазине. Сейчас будем на Volvo устанавливать и пытаться изучать эту систему. Вчера я чуть-чуть подизучил, но как бы вроде бы разобрался. Там система достаточно сложная. Ну, сейчас приедем, я свое видение расскажу. Также взял фурнитуры.
Вот, ну, может она нам не пригодится, но в экстренном случае можно ее тоже ставить, но лучше ее избегать. Лучше хорошие, вот качественные, оригинальные фитинги, они прям работают вообще четко. А это такое себе. Вот, так что двигаемся на базу. Сейчас переоденемся. Холодно опять. Снег, мороз, блин. Пока затопим печечку, пока согреемся. И начнем работать. Как работает пневмоподвеска в двух словах? Это мазовский кран, это механический кран. Если у нас нет механического крана, то все предельно просто. Сюда подается воздух, а эти два выхода идут на подушки. Чем больше вы загружаете, смещается вот эта тяга, и воздуха больше подается в подушки. Это работает, если нету крана. Если есть кран, то тогда воздух из крана уровня пола переходит на кран регулирующий. Как это все подсоединяется, это есть все в интернете. Я не буду здесь вам рассказывать. Вот. Тоже кран запитывается отдельно. И этот воздух уже из крана уровня пола через кран регулировки идет на подушки. То есть подключается выходы с крана уровня пола к этому крану. И два выхода идут уже на подушки. Таким образом вы можете накачивать, спускать подушки, как вам захочется. Если кран стоит в прямом положении, то можно сказать, эта ситуация идентична тому, как работает без крана механического, просто подвеска. Если, допустим, вам нужно в «Газель» поставить без крана, чтобы он всегда держал уровень, то просто эти два выхода идут на подушки и все. Достаточно простая система. Собственно, поэтому мы ее и будем использовать. Надеюсь, все получится. Кран на заднюю ось я буду устанавливать вот в этом районе. Вот здесь он будет крепиться на уголках. К нему будет доступ относительно неплохой. Да, и вот здесь приварю крепление для тяги. Вот этой вот. И у нас будет 3 моста на раздельных подушках, механических, надежных. Я думаю, все будет работать. Нам нужно будет демонтировать вот этот вот клапан. Он запитывается из ресивера вот этой трубкой. То есть этой трубкой, вот этой вот трубкой у нас запитывается вся система. Вот сюда приходит на тройник, запитывается передний кран уровня пола, задний кран уровня пола и еще один кран уровня пола. Вторая же линия, она относится к системе, когда вы механически регулируете с кабины уровень подвески. Я пытался восстановить эту систему, но вот этот механизм, блок клапанов, он стоит порядка $700-800. Чтобы нам эту систему реанимировать, это $800, $800 сюда. И вот этот кран, его нигде я не смог найти, вот этот. Может быть и есть какие-то там варианты китайские, но я его, к сожалению, не смог найти. Только бэушный, и бэушный все равно не работает. Поэтому было принято решение сделать на механику надежно и долговечно. Друзья, как вы понимаете, дербан идет полным ходом. Я извлекаю сейчас, вот он наш клапан, который отвечал за регулировку подвески задней части. Запитка и 2 выхода на задние подушки. Жалко, друзья, это выкидывать систему. Это очень круто, когда ты с пульта все нажимаешь, но она не работает, она свое изжила. Если бы такие новые клапана купить, вопросов нету. Все это можно было собрать, и все бы работало. Она у нас не сильно, эта система раздербанена только задняя часть чуть-чуть. Я уже раздербанил здесь, тоже раздербанил клапан, который стоял у нас по центру здесь. Этот клапан отвечал за переключение, как мы переключали на панели транспортное положение, либо положение механическое, ручное. Вот, ну что, подсоединил я уже на среднюю ось 4 выхода, кран еще не запитал, но 4 выхода уже подсоединены. 2 трубки идут от крана уровней пола наших, вот они. Остальные выходы, которые у нас вот здесь лишние, их нужно заглушить, раз выход. И здесь тоже нужно заглушить вот этот второй выход. Ну, здесь сверху разницы нету, я так понимаю. Вот, они приходят на кран. 2 трубки с крана уровня пола. И 2 трубки возвращаются на подушки на наши. Это
водительская подушка, это пассажирская подушка. Вот две трубки, раз и два. Эти трубки идут на подушку переднюю. У нас 4 подушки там, так, 2 передних и 2 задних. Вот они, 2 передние идут, раз и два. И здесь 2 передние и задние. Вот, всю эту электрику можно вот уже, я ее, убирать не буду, наверное, запакую, аккуратненько привяжу. Вот здесь же я нашел, есть датчик на количество воздуха в задних подушках. Но мы поставим механику, подсоединимся вон от того тройника, и у нас будет механический показывать датчик, какая нагрузка на ось. Вот такие дела. Ну что ж, продолжаем копошиться. Задняя ось почти готова. Также вот здесь нужно заглушить. Это выходы на подушки. Их нужно заглушки купить сюда. Раз. И сюда тоже 2. Вот, то есть такая вот ситуация. Ну, насколько я понятно объясняю, не знаю, судить вам, но вроде бы так с большего пока что понятно. Сзади я буду устанавливать дополнительный кран, который я купил, мазовский. Вот, отдельно у нас будет задняя ось управляться. Проложим новые линии, потому что здесь, видите, тоже задние подушки запитаны через вот такие клапана. И какая-то была здесь еще дополнительная система, вот непонятные 2 фишки. Вот здесь явно стояли какие-то электромагниты, которые что-то куда-то переключали. У нас один энергач стоит, второй, я так понимаю, заглушен. Вот он, один выход заглушен, и вот второй заглушен выход у нас. Так что пока что с этой системой я не знаю, как нам разобраться. Возможно, нужно ставить еще один энергач, но и этот он не работает. То есть я тогда смотрел, на тормоза нажимали, ничего не происходило. Вот такой небольшой ликбез перед тем, как нам всю эту систему собирать. По задней подвеске я здесь более-менее разобрался. Вот по передней много вопросов, потому что передняя подвеска закольцована между собой. Причем закольцована вместе с подушками и краном передним тормозным. Там тоже есть дополнительный какой-то кран тормозной. Все это связано с тормозами, увязано, и поэтому создает проблемы. Но здесь есть способ оставить. То есть мы оставляем эти 2 тройника, убираем только лишь вот этот клапан. И, соответственно, у нас остаются выходы на тормоза. То есть задняя часть у нас будет работать все четко. Ну, а теперь будем устанавливать наши сюда краны. Я уже пытался здесь запитываться, что-то искал, варианты какие-то. Фитингов вот купил. Они очень дорогие, эти фитинги, но тем не менее без этого не обойтись. Пытаюсь здесь копошиться в наших тоже запасах, которые я покупал. Вот, что-то здесь, тройнички какие-то есть. Ну, что-то будем сейчас мудрить. Напомню вам, что нам нужно запитать 3 крана. То есть как-то их, при этом нужно будет потом на подушке вывести с манометров датчики, эти тоже трубки. Одним словом, тут веселуха будет полнейшая, но я как-то настроен на положительный результат и думаю, все у нас должно получиться. Вот, нам нужно запитать вот этот контур. Этот контур, если мы сюда запитаемся, он будет запитывать у нас один кран уровня пола и передний кран уровня пола. Вот эта трубка, вот, она идет на передний кран уровня пола. Эти же 2 крана уровня пола я запитаю вот отсюда. Вот. Ну, точнее, один и второй, ну, не суть. Тут уже понятно вроде бы все. Еще у нас был запитан вот этот клапан, который мы снимаем вот отсюда. Но мы здесь снимем шланг и запитаем, наверное, наш кран вот тот. Он будет у нас питаться от ресиверов. Средняя ось у меня практически готова. Запитку сделал тройную, чтобы запитать нам еще один кран, который будет стоять вот здесь, на заднюю ось. Вот здесь все подсоединил. Сюда подключился. Что куда, одним словом. Кран запитал. Вот этот вот, видите? Вот он идет, запитал оттуда. И потом с этого же крана пойдет на задний кран. Он уже лежит. Сейчас изготовил вот такой уголок для крепления крана уровня пола. Вот. Здесь мы его закрепим вот так. И он будет регулировать. Ну, сейчас все покажу.
Здесь работа, знаете, такая, потихоньку копошусь, но признаюсь вам честно, работать с воздухом понравилось. Когда у тебя есть фитинги, когда у тебя все есть, то приятно и работать, собирать это все, что-то разбирать. Вот это все мы будем убирать, вот эти все вещи. Останутся здесь только тормоза и подача на этот, на задний ленивец наш. Ну вот, все, продолжаем дальше. Нам главное закрепить кран, чтобы к нему подвести все коммуникации. Кран установил и заметил одну вещь, что у нас слишком высоко идет трубка. Она может цепляться за площадку, поэтому установим сюда уголок. Вот такие уголки у меня есть. Это прям редчайшие вещи, которые имеются. Вот так. Вот, и теперь вкручиваем. И, соответственно, мы не имеем трубку, которая торчит вверх, а уже в сторону, так как нам надо. Вот так это происходит потихоньку, медленно, но и вариантов нет. По-другому никак. Сейчас нужно сюда. Один выход пойдет на кран механический, и второй выход пойдет на механический кран. Туда, на наш пульт управления. А потом оттуда, с крана, пойдет два тоже таких воздухопровода на две подушки, на левую и на правую. Снял я кран, который был установлен в задней части, и, к сожалению, его нужно подвосстановить. На это всегда уходит больше времени, чем ты задумываешь, но зато его не надо покупать. Вот эти вещи стоят недешево, поэтому лучше потратить немножко времени и восстановить, если есть такая возможность. Ну, все нормально. Здесь резьбы тоже прогнал, были очень закисшие, вот это особенно. Ну все, сейчас его устанавливаем в виде третьего рычага, а именно вот сюда. Вот так. И все. Не уверен, хватит ли мне трубки пластиковой, потому что тут расстояние нормально такие. 30 метров я купил, и где-то порядка 10 метров у меня было. Ну, посмотрим. Надеюсь, хватит. Самые лучшие фитинги это вот такие. Они разборные, я уже как-то в видео показывал. Раскручиваешь его, высовываешь шланг в эту сторону, и потом закручиваешь, и новый засовываешь уже отсюда. Две разные резьбы, 12,5 и 16,5. Это вкручивается сюда, а 16,5 вкручивается в запитывающее отверстие. Единственное, наверное, я чуть-чуть подправлю эту поверхность напильником, поскольку у нас здесь прилегающая плоскость, и это как раз таки резинка, видите? Да, нужно здесь, чтобы была идеальная поверхность, ну, примерно хотя бы как здесь. Еще бывают вот такие фитинги. Они не разборные, и трубка там сидит мертва. Чтобы ее вынуть, эту трубку, одеваешь дрель на трубку и вращением трубки просто вынимаешь. Не знаю, будет ли это работать, но вот проверим. Если что, потом просто поменяем эти трубки, но думаю, должно бы работать. Вот у меня 3 фитинга таких, немножко дурацких, и один вот этот хороший фитинг. Их мы сейчас все вкрутим. Ну, пойду сначала подправлю плоскость. Чуть-чуть насыпется туда алюминия, но мы потом сжатым воздухом продуем. Очень какой-то мощный пульт у нас здесь образовался. Как будто какой-то космический корабль будем запускать в небо. Но, по-моему, выглядит аккуратно, красиво. И это самое главное. Прокладываем магистраль от крана уровня пола до нашего механического переключателя. Нам нужно 4 провести трубки.
2 идет с крана и 2 возвращаются на подушки. Выходы из крана уровня пола подключаются к нечетным цифрам, а выходы на подушки выходят из четных цифр и пошли на подушки вот отсюда. Вот я 2 провел, сюда их веду за ресивер, чтобы на них лед, знаете, бывает намерзает, и они тогда висят. Поэтому, ну, все провяжем, все завяжем, запакуем, это тоже будет отдельная история. Вот, все это запаковать, но будем надеяться, что все будет работать. Это наш выход на манометр. Средняя ось, потом здесь тоже сделаем манометр. Задняя ось и манометр передняя ось. Последняя трубка. Вот они старые трубки. А это уже новая. Сейчас погреем феном. 550 градусов. Греем. Шланг чуть-чуть. Главное чопик погреть. Ну, шланг тоже не мешает. После того, как все соберу пневмосистему, хочу тщательно запаковать все, чтобы нигде ничего не терлось и, естественно, не перетиралось. Вот так. Сейчас мы его... Интересная тут какая-то конструкция, блин. Странная. Это, если что, перекинем потом. С запасиком оставим. Вот так. Кран я подсоединил полностью. Вход. Эти 2 выхода пошли на механическую ручку. А из ручки потом приходит вот раз шланг. И вот 2 шланга на 2 подушки. Все. Еще нам нужно будет этот кран здесь доустановить. Сварить сюда крепление. Сделать тягу. Одним словом, еще придется повозиться. Друзья, на сегодня это все. Огромное спасибо, что были с нами. В следующей серии мы продолжим заниматься всей этой движухой, воздухом. И еще тысячу мелочевок нужно сделать. Вам только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого наилучшего. Красивейший закат.